Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Я вижу по ту сторону экрана постоянные лица. Всем... А нет, вот по-моему вы не подписаны на наш канал. Ну-ка подпишитесь. А всем остальным огромное спасибо, друзья, за поддержку. Спасибо, что смотрите, и не забывайте ставить лайки. Также огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Если есть желание поддержать нас, все ссылки будут в описании. Сегодня мы продолжаем заниматься нашим проектом Мазератти, спортивный гоночный МАЗ. Если кто-то не в курсе, мы хотим из этого МАЗа построить что-то наподобие гоночного МАЗа, которые в СССР участвовали в кольцевых гонках. Ну, хотя бы максимально приблизиться к этому внешнему виду, чуть-чуть технически подтянем машину, чтобы это было интересно. Одним словом, мы строим гоночный МАЗ. В этой серии я планирую установить турбину полностью, чтобы она стояла на моторе. Я уже подзакупил запчастей. Сейчас вам покажу, что было куплено. И планирую закинуть турбу. Может быть, еще что-то подделаем. Будем смотреть, сколько у нас будет времени и что мы будем успевать. Потому что Леши еще пока что нету, но уже совсем скоро он подъедет к нам. Я думаю, будет помогать нам. И, соответственно, мы будем чуть побыстрее что-то строить. Так что вам, как обычно, я желаю наиприятнейшего просмотра. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, пельмени, печенюшки, все, что вы любите. Ну и приятного вам просмотра, но мы начинаем. Как вы помните, у нас возникла проблема, что вот эти коллектора, они не турбовые. Вот, у нас это с атмосферного двигателя, и они другие, к сожалению. Поэтому будем менять коллектора. Как раз нам повезло. Огромное спасибо нашим зрителям, которые помогают нам с запчастями, которые не остаются в стороне. И сейчас покажу вам новые коллектора, которые нам пришли. Вот они, два коллектора, видите, и, кстати, они уже чуть отличаются, они составные. Вот, видите, такие вот. Это их отличает от обычных коллекторов, а также отличает и сам вот диаметр здесь отверстий, они другие. Один у нас коллектор без вот этого поворотного, потому что у нас поворотный один есть, этот флянчик, а второй коллектор у нас с этим флянчиком. Так что еще большое одно дело, которое нам нужно сделать, это подготовить турбину. В турбине очень много заломышей, которые нужно высверливать, которые, вы знаете, как высверливать из этого чугуна, блин, он просто там закоревает все намертво. А еще нам нужно выбить шпильки, которые тоже там сидят мертво. Не шпильки, точнее, а болты, я уточнил. У Володи Мазиста он сказал, что там обычные болты на 10, но закоревают они знатно, я это уже понял. Друзья, постройка проектов — это всегда постоянный поиск специальной техники. И когда речь идет о покупке тягача, грузовика, экскаватора или погрузчика, на вас ложится очень большой груз ответственности. Потому что нюансов действительно очень много. Такая техника стоит дорого, и нам важно понимать, что она есть в наличии, что дилеру можно доверять, а сделка будет прозрачной. Хочется уверенно покупать новую технику и не тратить время на лишние проверки. Именно поэтому удобно пользоваться онлайн-платформой Авито Спецтехника, которая помогает в поиске новой техники. Сейчас на платформе большое количество предложений от проверенных дилеров. Благодаря технологиям платформы объявления дилеров проходят тщательную проверку и получают специальную отметку «Наличие проверено», которая подтверждает, что техника действительно есть в наличии. Дополнительно можно воспользоваться специальными фильтрами для поиска по техническим характеристикам, что действительно очень удобно. В итоге процесс выбора становится более понятным и простым. Можно заранее увидеть всю необходимую вам информацию, уточнить детали и принять решение. Если вы рассматриваете покупку новой спецтехники, посмотрите предложения от проверенных дилеров на онлайн-платформе Авито Спецтехника, чтобы подойти к покупке уверенно и снять с себя лишний груз ответственности. А ссылка будет в описании, проходите, пользуйтесь. Ну а я сейчас отправлюсь раскручивать наши закисшие болты на турбине. Наш пациент, у нас есть 3 заломыша. Раз, два, три. Первый вариант — это мы одеваем сюда гайку, накручиваем обычную гайку на 10 и пытаемся ее обварить тщательно. Обварить, приварить, чтобы попытаться выкрутить. Но перед этим нужно обязательно погреть вот эту часть. Турбинка раскоксована, все крутится аккуратненько, красиво. Вот, здесь гайка 10-я, но у меня мысль возникла, может быть нам все-таки 12-ю гайку сюда приварить.
Почему? Потому что когда обваривать будем 12-ю гайку, то наш болт гораздо лучше прогреется. Сейчас будем обваривать, но предварительно сюда засунем тряпочку, чтобы у нас ничего не попало окалина в турбину. Да, возможно, она загорится, но мы этого бояться не будем. Пока что безуспешно. Чуть-чуть начал ходить, сейчас нужно остудить. Хотя если оставить в нашем гараже минуты на 2, то он остынет сам. Отломался опять. Ладно, попробуем рядом стоящие. Друзья, товарищи, остался один. Я его уже наваривал 3 раза, но ни в какую он не хочет идти. Будем его высверливать. Остальные все выкрутил. Да, пришлось повозиться. Вот столько ушло материала, но это еще не весь наварышей. Но уже все резьбы прогнаны. Вот только одна осталась у меня вот эта. Сейчас буду пробовать ее кернить и высверливать. Других вариантов пока что я не вижу. Вроде пока что идет хорошо. Блин, еще как назло, болт там длинный. Вот такие, видите, один вот такой выкрутился длинный, а второй выкрутился покороче. Вот, и этот тоже, видимо, длинный. Попробуем забить шестигранник сейчас. Нет. Все, последний болтик получилось высверлить, но взял 8-ку сверло. И, видя, что у меня чуть ушло в сторону, давлянул на низ и получилось высверлить. Вот. Прошел сначала метчиком вот таким первым номером, потом вторым номером вот этим немецким метчиком. Они очень хорошие. Вот. И, в принципе, все. Результат есть. Осталось только убрать оттуда вот остатки. И все будет готово. Я открыл кабину, и нам нужно сейчас попытаться открутить коллектора. Это тоже задача непростая, потому что здесь все закоревшее, и это будет весело. Опа, есть. Сразу хотел бы вам показать отличие двух коллекторов, не турбовый и турбовый. Во-первых, турбовый составной, вот он состоит из 2 частей. Но, во-вторых, самое главное отличие — это диаметр вот этого отверстия. Здесь оно гораздо меньше, здесь больше. И, соответственно, у нас не подходили и отверстия, поэтому вот причина. Но и большее проходное отверстие, больше газов и больше силы. Вот, сейчас закинем этот коллектор и перейдем на ту сторону. Многие из вас помнят, что когда я откручивал вот этот коллектор, то на видео попал момент, когда вылетал вот этот болт. Так что вот он, заломан он там, друзья. И это большая проблема. Сейчас буду высверливать. Я уже думал, сверлильные работы закончились, но, как выяснилось, они только начинались. Здесь еще неудобнее, потому что мешает вот этот кронштейн. Но сейчас постараюсь, не спеша, аккуратненько его высверлить. Просверлил отверстие на 6 и забил шестигранник. О, пошел. Вообще без проблем. Но повезло, видите, что он не сидел очень плотно, в отличие от, например, тех, которые сидели в турбине очень плотно. Вот такая конструкция получилась. Оп.
Ну, так это работает. Не всегда, но часто работает. Если болт не сидит плотно. Новые прокладки. Коллектор стоит. Переходим на ту сторону. Там тоже нас ждут наверняка приключения. Наверное, тут повезло нам. Надеюсь. Чуть-чуть потеплело. И все, у нас звук болгарки возвращается на канал. Ура! Это означает весна, друзья. Запахло весной. Туп-туру-туп. Ё-моё. Снялся коллектор. Это стандартная проблема на МАЗах. Кто ездил, тот знает. Вот так вот демонтировался коллектор наш. Вот. И что теперь делать с этим заломышем, пока я не знаю. Но будем пробовать сейчас его крутить. Соорудил конструкцию постоянного подогрева. И, по-моему, это дало результат, друзья. Да. Ну, круто. Повезло. Ну, как повезло? Скорее всего, просто закоревший болт был в самом чугунном коллекторе. И поэтому он не мог прокрутиться. А в головке он, видите, сильно даже и не сидел там. Прежде чем устанавливать коллектор водительский, я решил примерить турбинку, потому что у нас еще открытый вопрос по запитке маслом нашей турбины. Вот, и нужно понимать, откуда будем запитываться, чтобы нам потом коллектор не мешал. Поэтому пока что закинем турбину. Здесь еще возникла одна проблема, это замерзшее отверстие. Вот, снегом замело, льдом затаяло, и в итоге пришлось растапливать. Вот такую трубку мне в магазине дали для запитки турбины. Но у нас она, к сожалению, не подходит. Это с какого-то МАЗа современного, там Евро 4, может, какой-нибудь. У нас же варианта два. Либо вести с блока, либо запитаться этой же трубкой от топливного насоса, от подачи масла на топливный насос. Но я не уверен, как здесь с давлением масла все это будет выглядеть. Поэтому пока что чуть-чуть сомневаюсь. Но, возможно, будет все работать. Вот, а с блока уже все отверстия заняты. Вот, одно отверстие занято на датчик давления масла, второе отверстие сапун мешает, а третье отверстие мешает нам насос гидроусилителя, а четвертое отверстие на компрессор. Вот, ну, в общем, оттуда тяжело браться. Возможно, но тяжело. Даже если идеально ровно выпрямлю, вот чуть-чуть, видите? Совсем чуть-чуть не хватает. Эх. Досада. Прикурил я немного, народ. Честно вам скажу. Порядка уже 2,5 часов. Уже домой скоро ехать. Я нифига не успел сделать. Никак не могу найти точку для забора масла. Здесь пытался сделать. Нифига. Там пытался сделать. Короткий. Здесь на блоке 4 выхода. Начал откручивать крайний. Отломал щуп. Не знаю еще, чем это для нас закончится. Масло, возможно, будет выгонять. Думал взять вот этот выход потом на компрессор. Тройник какой-то сварить. Но не получается. Здесь конусная резьба. Не могу ничего поделать. В итоге врезался в магистраль с датчиком давления. Вот. Там был тройник. Я вот эту вот часть просверлил, нарезал резьбу, вкрутил еще один вот такой тройничок туда и сделал. Но теперь переживаю, будет ли у меня корректно показывать давление масла. Ведь оно через турбину будет немного сливать. Вот, тоже нюанс такой. Блин, правильно ли я врезаюсь? Не знаю, опытные мазисты, давайте. Пишите, правильно ли врезаться в датчик давления. Вот еще нужно сделать слив. Слив будет вон в ту пробку.
Но и хорошо, что не поставил коллектор, потому что с установленным коллектором сюда вообще не подлезть. Вот, поэтому сейчас мое задание соберу вот это вот все. Соберу на топливный насос, магистраль масляную, потому что все разобрал, распотрошил. Масло плывет, блин, его там немного, но тем не менее, лазишь весь там снизу в масле. Ужас. Вот, ну сейчас вроде бы уже трубку поставил. И буду только вот мне осталось здесь что-то еще примудрить. Сюда вот она будет идти, медная трубка. Красивенькая, новенькая, аккуратненькая. И будет питать нашу турбинку. Верхняя часть трубки тоже готова. Не уверен в ее надежности. Почему-то, блин. Ну, посмотрим. Все равно будем надеяться, что все будет хорошо. Но здесь будет удобно, если что, переделать. Но сейчас нет у меня возможности сделать как надо. Я не совсем знаю, как сделать, потому что у нас здесь конус не совсем совпадает с конусом развальцовки, которую я могу сделать. Сообразили? Ну, неважно. Посмотрим. Я думаю, должно все быть нормально. Здесь большая дуга для того, чтобы, если что, можно было переделать. Сейчас попробуем быстренько замутить слив нашего масла. Дима Кразист сказал, что вот сюда должно сливаться масло. Так что сейчас проверим эту теорию. Но ему я доверяю. Это человек, который по МАЗу знает все. Так, ключ на 22. Наверное, минут 15 мне понадобилось, чтобы изготовить переходничок для слива масла. В отличие от подачи масла, которую я делал, блин, полдня. Слив масла дался гораздо проще. Просто нарезал резьбу на штуцере. Не такую резьбу, видимо. Что за фигня? О. Вот, и приварил кусок трубки. Сейчас вот примеряю, по-моему, длинновато. Надо отрезать. Да, длинная. У меня есть такая ступенчатая резиновая трубочка. Патрубок, наверное, сейчас пойду вот так отрежу. Немножко отпилил трубку, отрезал шланг, и система слива масла готова. Почти завод. Так, с этой стороны мне нужно прикрутить глушак. Так. А с той стороны установить коллектор и тоже прикрутить. Да, и тоже прикрутить флянчик. И все. Мы близки к финишу. Все, ну вот, друзья, и эта сторона вся собрана. Здесь новая прокладка, новые болтики. Здесь шпилечки, один болт новый. Осталось мне установить вон туда прокладку. Наверное, сначала заведу без коллектора. Вдруг турбина попрет масло или еще что-то. Мы должны убедиться сначала, что она не кидает масло. Вот, заведем без коллектора, потом коллектор доустановим. Ну, и сейчас осталось только вон туда прокладочку новую. Вот они. И все, будет установлено все. Ой, друзья, нервы на пределе. Забыл почистить отверстие в коллекторе вот там. И туда доступа нету. Я болт оттуда чуть засунул. Я вообще не представляю, если, допустим, этот мотор стоит в Урале. Есть Уралы с ЯМЗ 236. Вот как там долезть к этим коллекторам, к этим вот всем? Наверное, там очень тяжело. Не знаю. Кто уралисты? Отпишитесь. Как оно там, доступ нормальный. Это здесь еще удобно, что кабину поднял, и все у тебя как бы под рукой. Ну вот. Все, последняя гайка. Стоять, сука.
Есть. Так, ключи я все занес и хотел вам рассказать, что завтра мы отправимся на эвакуацию. Серия с эвакуацией выйдет чуть позже. Вот, а сразу после эвакуации у нас вторая задача – это поехать и забрать запчасти для нашего Мазератти. Это передняя балка и 2 колеса. Вот такой комплектик. Передняя балка от Renault Майор, по-моему, да. Вот, и для МАЗа будет у нас спортивный передний мост от иномарки. Ну а завтра, либо послезавтра, как будем успевать, запустим обязательно МАЗа и услышим звук турбированного мотора. Свистящий дизель. Друзья, выдвинулись мы за запчастями на нашего Мазератти. Вот, наконец-то, блин. Нашел здесь недалеко от нашего дома человека, у которого есть как раз мост и есть колеса. Сейчас еще раз посмотрим, сделаем замеры нам необходимые и, наверное, будем забирать. Вот, потому что хочу заниженный МАЗ, посмотрим, что из этого выйдет. Мы недавно ездили на небольшую эвакуацию на Зилке. Серия с эвакуацией выйдет чуть позже, а также подготовкой к этой эвакуации. Ну а сейчас вот на Зилке катаемся, скажем так, помогает нам в наших приключениях. Вот, так что такие дела. Ну, едем, чуть-чуть нам осталось еще, буквально здесь. Ну, вот там, где кран, и чуть левее. В общем, недалеко. Мы прибыли на место, сейчас будем грузить, но нужно попробовать, работает ли у нас манипулятор. Постоянная проблема. Работает! Все четко. Запомнить бы рычаги эти, блин. Ну все, я думаю, будет работать. Складываем обратно. Ну, ремонт клапана помог. А еще, друзья, на эвакуации, которую вы увидите чуть позже, мы отломали один фароискатель. Но у нас есть 2 новых. Огромное спасибо Сергею, который привез нам 2 запчасти. Да, они новодельные, но тем не менее у нас есть. Так что я сильно не расстроился по этому поводу, все равно их менять. Ну, ждем сейчас хозяина разборки и будем заезжать. Так, друзья, мы на месте. Сейчас сделаем замеры. Это Ивековский мост, но он стоял на МАЗе, вот на этом самосвале. И вроде как здесь должно все совпадать. У нас между внутренними стремянками 75,5. Ну и здесь так, 75,5. А между наружными 99,5. Ну вот здесь... Ага, это как не те отверстия имеют. Ну, вроде похоже. 99 здесь. Видимо, это подойдет нам. Сейчас будем пробовать, если договоримся с продавцом о цене, то, наверное, будем забирать.
Вместе с передним мостом мы также забираем 2 спортивных колеса, батоны расширенные для нашего ЗИЛа гоночного. У нас будет настоящий гоночный ЗИЛ. ЗИЛ? Бля, МАЗ. Я постоянно путаю. Ну что это такое? Эх, друзья, произошла очень большая проблема у нас. Не доехали мы буквально чуть-чуть. Средний правый редуктор, этот пассажирский, начал издавать страшные звуки и клинить. Дальше ехать не можем. ЗИЛок стоит вон там. Вот, и у нас вот такая проблема произошла. Сейчас пробуем. Дим, развернись и задом, наверное, сюда. Сейчас наша задача: съездили домой, взяли Makito. Нам нужно открутить карданы со среднего редуктора, а это означает открутить от раздатки и открутить от переднего редуктора. В общем, сложная схема нам предстоит. Потом снять колесо и попытаться без одного колеса доехать. Он доедет без проблем, но нам нужно отключить сейчас средний редуктор, как назло, самый тот, который имеет больше всего карданов. Вот, так что такая у нас задача, очень неприятная ситуация, и непонятно, что произошло. Такой идет треск очень сильный в среднем колесе, и этот треск, он, к сожалению, опасен. То есть мы можем уложить наш редуктор, и тогда мы вообще будем в большом-большом попандосе. Поэтому пока что наша задача открутить карданы, обездвижить его. Так что сейчас занимаемся. Залажу под передний мост и откручиваю болты кардана. Так оставь для гайки. Понимаю. Все, повезло. На пределе возможностей. Все, неси Makito, прячь. Мы выдонкратились, друзья, на левую сторону. Вот, и сейчас, для того, чтобы удобнее было подлезть к карданам и можно было проворачивать всю сторону. Это колесо проворачивается, я думаю, уже труба, блин, там почему-то. В общем, снимаем карданы. Ага, понял. Здесь они антипроворотные. Ё-моё. Как назло, друзья, не получается открутить нам кардан от переднего моста, от переднего редуктора. И приходится, пытаюсь откручивать гайку стопорную, чтобы снять кардан со шлицов, вынуть его. Но это первый, нам еще нужно второй будет открутить. И там, надеюсь, попроще будет. Давай. Идет, идет. Может, я колесом помогу? Не-не-не. Подергай. Чуть-чуть осталось. Фух. Принимаю одного мужика. Опа. Старайся тут вот не в снег. Ага. И в кузов его делай. В кузов сразу. Все, кардан на передний редуктор у нас снят. Вот и кручу редуктор и колесо. Все, тут будет все нормально. Теперь нам нужно открутить от раздатки вот там. И все. 4 болтика. Мы сейчас откручиваем от раздатки.
Два болта я уже открутил. Вот третий только что открутил. И сейчас последний. Но болты на зиловских этих карданах, они имеют такой упор шляпки. То есть макитой не покрутишь. Только рожковым можно крутить. И это создает сложности. Вот это мы съездили, блин, за запчастями для МАЗа. Диме вообще нужно уезжать уже хрен знает когда. Но он не сдается пока что с нами. А граверки нет у тебя? Есть. Болта нет. Фух, ну чуть-чуть осталось. Кардан сейчас подвяжем. Так. Чтобы он тут не попал к нашим лянчикам навстречу. Все, подвяжем кардан, скидываем колесо и будем пробовать опускать и ехать. Или нет? Это Дима, глянь. совсем свежее. Смотри, вот оно и клинило, наверное, за эту херню. Вон, смотри. Как ты говорил, алюминий по железу. Может быть, там все и цело. Может, этот подшипник просто отошел или что-то произошло. Или колесо просто открутилось тупо. Крутилось, и центр колеса сбился и был овалом. Блин, надо было начать со снятия колеса. Мы бы сейчас включили карданы и проверили. Но мы сейчас не включим карданы. Не, мы же уже сняли. Да. Ладно, но хорошо. Ну, хотя бы как минимум здесь не развалился редуктор, наверное. Ну, посмотрим сейчас, ладно. И вот, видишь еще? Почему-то здесь нету хомута. Кто-то забыл поставить. Много людей, которые смотрят за этим процессом и не могут понять и поверить, что мы сейчас снимем одно колесо и поедем просто на двух. Видишь, там чуваки просто. Третьи сутки в пути. Сейчас доедем. Без одной ноги ЗИЛ долетел вообще без проблем.
Неужели это клинило колесо? Нам теперь, получается, нужно обратно поставить карданы и проверить, клинит сейчас или не клинит. Без колеса даже просто проехать. И будет понятно, причина в редукторе или все-таки это вот эта фигня, блин, клинила. Это явно она и клинила. Непонятно почему. Сейчас пошатаем еще монтажкой здесь. И Дима задал очень интересный вопрос. И вы, друзья, обязательно напишите в комментариях. Вот в этой компоновке, когда мы вот так вот едем, какая колесная формула на Зиле, а? Ну-ка, давайте, специалисты. Будет интересно узнать. Ну, а сейчас будем пробовать закидывать обратно карданы и пытаться проехать зад-вперед, чтобы понять, в чем тут причина. Я поставил обратно карданы, снял колесо, пока качался воздух. И сейчас хочу включить передачу и попробовать, будет что-то у нас клинить в редукторе или нет. Никаких звуков не обнаружено. Неужели это так клинило колесо? Блин, я не могу в это поверить. Видимо, именно это и была причиной. Сейчас возьму лом, поболтаю вот эту вот ступицу. Не знаю даже, друзья. Ну, болтанки нету. Вот тот самый зазор, о котором я вам рассказывал. Вот здесь он более-менее. А когда колесо провернем чуть-чуть, вот там виднеется зазорчик. Он уже поменьше. И он прям вплотную, блин. И еще вот там, вот видите, тоже у нас миллиметрик зазора дальше, вон на задней стенке. Может это... Ну, я думаю, сейчас попробуем проехать, опустим все. Посмотрим, будет что-то клинить или нет. Но я уверен, что сейчас, зараза, не будет ничего клинить. Вот такие звуки. Проблема в том, что зазор здесь нормальный. Может, где-то внизу еще цепляет. Но, скорее всего, нам придется разбирать завтра редуктор. Друзья, товарищи, утреннее морознее утро. Сегодня было минус 10, но сейчас вот уже чуть потеплело. И сейчас попробуем запустить турбомаз. Очень интересно. Нужно будет контролировать тщательным образом, чтобы не было нигде проблемы с утечкой масла. Пробуем запускать. Сейчас немножко покручу стартером с заглушенным мотором. Он, ну, наполовину заглушенный. Чтобы заполнить турбинку.
Совсем другой звук. Пусть чуть-чуть поработает. Антифриз у нас залит, все в норме. Но чуть-чуть слышу звук крыльчатки. Хоть у нас и не подключен впускной коллектор, ничего не дуется в мотор, но уже такое ощущение, что моща гораздо больше. Хотя на самом деле это просто ощущение. Еще одна вещь, которую нам нужно установить, это новая впускная труба впускного коллектора. Дело в том, что она отличается от атмосферника, потому что она идет со смещением. Все. Отлично. Ну вот. Сейчас закрутить только 4 болта. И здесь хомут. По ощущениям добавилось 100 лошадиных сил. Все летит, свистит. Класс. Очень классно. Зараза, блин. Чего она такая тяжелая? Фух, бляха. Жуть. Сейчас передохнем чуть-чуть и затащим обратно наш воздушный фильтр. Это не мазовский, это с какого-то комбайна. Но нам и нужен большой производительности фильтр, чтобы турбине было легко дышать. В отличие от меня. Ура! Все, сейчас закручу еще 3 болтика. И все будет готово. Вот все установил, немножко повернул в горизонт этот фильтр. Здесь подсоединил тоже. Все, хомутики одел, и все четко у нас теперь. Зажал эти болтики, но болтанка все равно есть. Фильтр очень тяжелый, поэтому, когда мы будем здесь сооружать глушак, вот, то будем делать усиливающую планку, чтобы она держала и глушитель, и фильтр воздушный. Вот, такая будет задача. Ну, так уже смотрится, блин, более завершенный такой проект Turbo Mazda. Вот, но дальнейшими доработками, друзья, мы уже будем заниматься в следующей серии. Вот, нам предстоит еще сделать выхлопную систему, нам предстоит еще установить передний мост с батонами, которые мы привезли, ну и нам предстоит разобраться с зилком.
что же там заклинило в редукторе. Разборкой редуктора я займусь уже чуть попозже и вставлю этот кусочек. Что там за причина, почему он так клинил, это вставлю уже в серию с эвакуацией. Когда она выйдет, пока не знаю. Либо оживлять погрузчик будем, либо эвакуацию смонтирую, пока не знаю. Но этим займемся в ближайшее время. Вот, ну а на сегодня это все, друзья. Мы уже продвинулись и с МАЗом, и запчасти привезли. В общем, повеселились от души эту недельку. Поэтому вам огромное спасибо, что были с нами. Спасибо, что досмотрели до конца. И, конечно же, спасибо всем, кто подписался и поставил лайк. Не забывайте этого делать. Не забывайте про наш телеграм-канал. Ссылки все будут в описании. Вам же я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока и всем всего только самого хорошего.